Сегодня готовим сочный и очень простой домашний торт-сметанник, без весов, без миксера и без пропитки. Его можно есть сразу. Как говорится, пока чайник закипит, торт будет готов. Итак, начнем. В миску поместим 2 яйца среднего размера и добавим к ним 1 стакан сахара. Количество сахара можете регулировать на свой вкус. Я добавляю меньше, полстакана для меня достаточно. Перемешиваем яйца с сахаром венчиком до однородности. Взбивать не нужно. Далее добавляем 1 стакан сметаны 20% жирности и перемешиваем. Лучше, если все ингредиенты будут комнатной температуры. Так сахар быстрее растворится. Кто хочет более точный рецепт в граммах, его вы найдете в описании под видео. Когда все соединилось, добавим 1 стакан муки. Также добавим 1 чайную ложку с небольшой горкой разрыхлителя. Кто хочет, может добавить пищевую соду, ее понадобится в 2 раза меньше. Но разрыхлитель проще и надежнее, он уже сбалансирован. Готовое тесто выливаем в форму диаметром 18-20 см, смазанную маслом или застеленную пергаментной бумагой. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при температуре 170 градусов 30-35 минут. В самом конце готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Пока тесто выпекается, приготовим крем. Берем 1,5-2 стакана густой сметаны жирностью 20-25%. И 2-3, а то и больше столовые ложки с горкой сахарной пудры. Опирайтесь на ваш вкус и на кислоту вашей сметаны. Добавляем немного ванили по вкусу и перемешиваем ложкой до однородности. Крем готов, корж тоже испекся. У меня он немного треснул, но это не страшно. Корочку можно срезать и использовать для посыпки торта. Оставляем бисквит на 10 минут в форме, чтобы он стабилизировался. Аккуратно пройдемся ножом по краям формы. Переворачиваем бисквит на решетку и снимаем бумагу. Это быстрый сметанный бисквит. Он влажный, плотнее классического, но мягкий, легко режется, хорошо держит форму и меньше крошится. Разрезаем его на 2 равные части. Бисквит получился мягкий, сочный и эластичный. Собираем торт. На нижний корж выкладываем часть крема и разравниваем. Можно накрыть верхним коржом. Я же решила добавить варенье из вишен без косточек, чтобы вкус стал богаче. Напишите в комментариях, а что бы вы добавили в крем? Курагу, бананы, чернослив или что-то свое. Сверху все закрываю еще слоем крема. Накрываю торт верхним коржом, а также покрываю кремом верх и бока торта. Чтобы сметана для покрытия стала более густой, можете добавить в нее несколько капель лимонного сока. Если у вас более жидкий крем, он тоже отлично подойдет. Он лучше пропитает коржи, а после того, как торт постоит, крем станет плотнее. Из растопленного молочного шоколада я сделала хаотичные разводы.
а бока торта покрыла ореховой крошкой. Вот такой простой и такой красивый торт получился. Разрезаю его сразу. Он очень мягкий. Посмотрите, какой он сочный, влажный, а вишни его прекрасно дополняют. Предлагаю вашему вниманию еще один вкусный тортик без весов в 3 стакана. Сегодня готовим очень вкусный, мягкий, сочный, а главное быстрый домашний торт без весов и миксера. Все максимально просто, но в то же время не банально. Итак, начнем. В миску разобьем 3 небольших яйца комнатной температуры. Если у вас яйца крупные, хватит и 2. Добавим щепотку соли и 1 стакан сахара. Я использую чуть меньше, потому что люблю, чтобы не было слишком сладко. Теперь берем венчик и просто хорошо перемешиваем. Взбивать ничего не нужно, просто соедините все до однородности. Далее добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Если вам не нравится вкус растительного масла, смело заменяйте на растопленное сливочное. Тоже 3 ложки. С ним вкус будет более насыщенным и сливочным. Еще раз все перемешайте венчиком. Перемешивать лучше недолго, просто чтобы объединить ингредиенты. Теперь вливаем стакан теплого кефира. У меня стандартный стакан 250 мл. Обратите внимание, кефир должен быть именно теплым, не горячим и не холодным. Теплый кефир хорошо активирует соду, и торт поднимается равномерно. Так что просто подогрейте его чуть-чуть до приятной теплоты. Теперь добавим 1 полный стакан муки. Обязательно просеивайте ее, это важно. Просеивание не только избавит от комочков, но и делает муку более воздушной, что положительно скажется на текстуре. Добавим немного ванильного сахара или ванильного экстракта, что еще лучше. Далее делим тесто на 2 равные части. Это можно сделать на глаз, но если хочется точности, можно воспользоваться половником или кухонными весами. Одна часть у нас останется ванильной, а во вторую мы добавим аромат кофе. Можно использовать и какао. В первую часть добавим 1-2 столовые ложки муки, чтобы уравнять консистенцию. Тщательно перемешаем, чтобы не было комочков. Тесто должно быть как на жидкие оладьи. В другую добавим 1 столовую ложку растворимого кофе. Перемешаем и отставим пока в сторону. Пусть кофе полностью растворится. Важный момент. Соду добавляем только перед выпеканием и только в ту часть теста, которую собираемся отправлять в духовку. Всего по рецепту нам нужна 1 чайная ложка соды, то есть по пол чайной ложки в каждую часть. Если у вас нет 2 одинаковых форм, выпекайте поочередно. Просто не добавляйте соду во вторую миску до тех пор, пока не освободится форма. Так мы удалим крупные пузырьки воздуха. Выпекаем при температуре 170-180 градусов Цельсия около 20 минут. Все зависит от вашей духовки, поэтому обязательно проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить из центра коржа сухой. Когда корж готов, он золотистый, упругий, мягкий. Аккуратно достаем его из формы и перекладываем на решетку, чтобы он немного остыл. Теперь очередь второй части теста.
Кофе к этому времени уже растворился. Добавляем 1 столовую ложку муки и пол чайной ложки соды. Перемешиваем и сразу выливаем в форму. Дно формы застелите бумагой или хорошо смажьте маслом. Отправляем в духовку. Выпекаем также при температуре 170-180 градусов около 20 минут. Срезаем шапочку. Разрезаем каждый корж на 2 части. У нас получится 4 мягких, сочных, без крупных дырок с очень нежной текстурой коржа. Разрезать их удобно длинным тонким ножом. Ну, сейчас приготовим крем. Нам понадобится неполная банка сгущенки, примерно 250-300 мл. Добавим 2 столовые ложки лимонного сока и хорошо перемешаем. Качественная сгущенка от лимонного сока загустеет и станет более плотной. Затем добавим 400 граммов густой отвешенной сметаны и все перемешаем до однородности. Если не любите сметану, можете использовать такое же количество сливочного сыра. Получится тоже очень вкусно. Крем готов. Собираем торт. Каждый корж щедро промазываем кремом. Подойдет форма для выпекания диаметром 20-22 см. Можно использовать и 24, тогда торт получится чуть ниже, но большего диаметра. Верх и бока тоже покрываем слоем крема. Теперь займемся украшением. Обрезки от коржей измельчим в крошку. Благодаря тому, что один корж у нас светлый, а другой темный, крошка получается двухцветная и очень красивая. Измельчим ее в блендере или руками и обсыпем ею весь торт. Получается аккуратно и по-домашнему уютно. Если дать торту постоять хотя бы пару часов, он станет еще нежнее и более пропитанным. Но если не терпится, можно пробовать сразу. Я разрезала торт сразу. И посмотрите, он невероятно мягкий, сочный и, поверьте, очень ароматный. Если вам понравился рецепт, поддержите канал лайком, напишите в комментариях, будете ли вы пробовать его готовить. А если не приготовите, все равно напишите.